Хвича Кварацхелия выигрывает очередной турнир, Суперкубок Европы. Такого еще у него не было. Пари Сен-Жермен буквально отскакивает от Тоттенхэма, но забирает трофей. Давайте разбираться, как это было. Погнали! Друзья, ну что же, вот такой финал. Я не знаю, смотрели вы матч или нет, но ПСЖ, начав отвратительно, уступая по ходу матча 0-2, в итоге возвращается уже без Хвича на поле, без Дуэ, без Баркаля, вырывается, отыгрывается, доводит матч до ничьей 2-2. Ну и по формату Суперкубка Европы нету никакого дополнительного времени. В серии пенальти опять также начинает отвратительно Пари Сен-Жермен и в итоге забирает трофей. Давайте сейчас коротко разберемся, что было не так с Парижем, в каком составе команда выходила на матч и за счет чего в итоге смогла победить. Давайте по порядку начнем с составов на этот матч. Ну, про Тоттенхэм я подробно говорить не буду, но что отметим у Пари Сен-Жермен. Перед матчем очень много говорилось, что команда буквально только вышла из отпуска, всего неделю потренировалась. Это вообще их первый матч в новом сезоне. Тоттенхэм месяц готовился к этому матчу фактически, пусть и с новым тренером. У Пари Сен-Жермен изменений было не так много, но тем не менее очень важное изменение, и мне кажется, оно повлияло в какой-то степени на микроклимат внутри команды. Это отсутствие Луиджи Доннаруммы, его не было вообще в заявке, он уже попрощался даже с клубом, в своих социальных сетях запостил огромное обращение, немножечко он там расстроился, что вот, ну может быть и, кстати, не немножечко, а очень даже множечко расстроился, что приходится уходить, не имея никакого даже прощального матча, но как бы что имеем, то имеем, как говорится. И интересен еще тот факт, что Люка Шевалье, который вообще с Парижем тренируется тоже буквально ту же неделю, сразу выходит в стартовом составе, начинает с первых минут, а Матвей Сафонов тоже в шаге от того, чтобы быть выброшенным из Пари Сен-Жермен, я бы сказал, потому что Илья Забарный, защитник из Украины, становится игроком клуба, и вроде бы вот они вдвоем ужиться никак не смогут. Такая была позиция у боссов Пари Сен-Жермен, но пока Матвей остался, но не в старте, а на скамейке запасных. И вот такая ситуация была в воротах, и было очень много изменений в линии полузащиты. Жао Невиш после красной карточки в финале клубного чемпионата мира в старте выйти не смог. Фабиан Руис не появился, не знаю почему. Я пока вот на данную минуту никаких объяснений не видел этому. Он появился по ходу второго тайма и добавил, конечно, наверное, какой-то остроты и цельности атаки Пари Сен-Жермен. И вот, знаете, отсутствие этих трех футболистов, при том, что все остальные топы, скажем, были, и Кварацхелия, и Баркаля, и Дембеле, и Дуэ. Ну, кстати, о том, почему все они появились, я бы тоже хотел отдельно поговорить, отдельно на этом остановиться. Ну вот, видите, вроде бы все топы атаки были, но вот это отсутствие топовых полузащитников, оно свою роль сыграло. В итоге Хвича начинал вообще справа, и если вы посмотрите его тепловую карту по итогам матча, в общем-то он справа там всю игру и провел. И провел, надо сказать, ну не самым лучшим образом. В первом тайме был у него момент, где он оказался вообще в центре нападения. Там вообще были странные какие-то перемещения, не знаю, вы игру смотрели или нет, но Дуэ, он был даже чуть ли не в защите. Ну, конечно, все футболисты ПСЖ, они отрабатывают в защите, но я имею в виду, что он моментами был ниже Хвичи, и вообще в этой корреляции, как бы в этой формации, формально он, наверное, должен был там располагаться, но это было максимально неэффективно, на мой взгляд. Хакими тоже был особо незаметен, Хвича справа был сам не свой, Баркаля слева себя толком проявить не мог, в итоге его заменили. В общем, я не знаю, почему Энрике вот так вот навертел, напридумывал вот такие тактические схемы, но мне кажется, они не сработали, по крайней мере, вот в том изначальном формате, в котором он их задумал. По тому, что происходило в первом тайме, большое владение мячом у Пари Сен-Жермен, но оно, знаете, ничем толком не заканчивалось. Вот я уже сказал про момент Хвичи Кварацхелия, который был, ну, знаете, где-то в первые 20 минут матча. Потом, как острыми выпадами отвечал Тоттенхэм, там Шевалье один раз проверили, и уже после стандарта в концовке тайма Тоттенхэм в итоге забил гол, там Шевалье выручил, мяч попал в перекладину, ну и на добивании сыграли игроки Тоттенхэма.
и ушли с преимуществом в один мяч. Потом сразу же в начале второго тайма забили еще и второй. И ну вот мне показалось, что все, ПСЖ уже обречен, но совершенно иначе думал Луис Энрике. Я, знаете, даже смотрел на скамейку запасных и думал, ну кем тут можно усилить, но совсем забыл про Фабиана Руйса. Он вышел первым, и вышел он именно вместо Кварацхелии. Не совсем удачный матч для Хвича, можете посмотреть на его статистику, были удачные у него эпизоды, но вот справа, ну не знаю, одно дело, когда он еще формально играет справа и очень много перемещается, но здесь такого не было. Кто очень много перемещался, так это Дембеле, и острота от него исходила, причем он там и ниже Хвича, и слева, и справа, и в центре, везде он был, в какого-то диспетчера настоящего превратился, и знаете, в итоге это сыграло. ПСЖ забрал мяч после второго пропущенного мяча, и как это было сумасшедшее владение, там чуть ли не 76%, и слева, и справа. Атаковали, катали вокруг штрафной, потом Бае вышел вместо Баркаля, и Ли Кан Ин вместо Заира Эмери. И знаете, вот эта замена Заира Эмери, она, мне кажется, была ключевой. Ли Кан Ин гораздо лучше себя проявил. На 77-й минуте появился еще Гонсало Рамош вместо Дезире Дуэ, который очень блеклый мяч провел, надо сказать. И вот одна из атак на 85-й минуте закончилась голом Ли Кан Ина с передачи Витини. Мощнейший удар в дальний угол, шикарный удар, я бы сказал. И вот так ПСЖ отыгрывает один мяч. Я думал, не успеет все-таки ПСЖ сравнять счет, но я ошибался, был неправ. Хакими покатил на Дембеле, тот навесил в штрафную прямо в центр, и Гонсало Рамош головой его упустили. В общем, он отправил головой мяч в дальний угол, счет 2-2. Ну, там тяжело было в концовке еще забить. Шансов, конечно, для этого было мало. И судья свистнул, на этом матч закончился. И поскольку в данном формате Суперкубка не подразумевается дополнительное времени, сразу перешли к серии пенальти. Здесь давайте подробно. Начинал первый Тоттенхэм, Соланке достаточно уверенно забил. Потом пришел черед Витини, вот этот его, знаете, какой-то затаившийся дракон, вот этот его хитрый стиль исполнения, когда он медленно разбегается. И в итоге опять он перехитрил сам себя, как с Ливерпулем. Он не забил, так и здесь. Пробил вообще мимо ворот. 0-1. Неудачное начало серии. Бетанкур после этого забивает второй. И кажется, что уже ой-ой-ой, а ПСЖ может и отскочить, и этот матч проиграть. Но, тем не менее, Гонсало Рамош и тут пригодился. Забивает мяч 1-2. После этого Ван де Вен бьет, и Шевалье этот удар берет. Вот так вот взял должок, потому что именно Ван де Вен забил второй мяч в основное время матча. Затем у мяча Дембеле, он свой удар тоже реализует. Тель не забивает, тоже что-то хитрое придумал, но просто в ворота даже не попал. Затем опять Ли Кан Ин блестяще исполняет удар. Педро Перро 3-3 и решающий удар за Нуну Мендешем. Он не оставляет шансов Викарио, голкиперу Тоттенхэма. И победа 4-3. Скамейка подрывается. Все в экстазе радуются. ПСЖ забирает еще один трофей. Хвича Кварацхелия забирает еще один трофей. Ну, знаете, как говорится, не без проблем, не без драматизма, но все-таки ПСЖ выиграл, с чем я поздравляю лично Хвичу и всю команду. Заслужили, как говорится. Мы теперь с нетерпением ждем старта французского чемпионата. Матч против Нанта уже в эти выходные. И ждем, когда ПСЖ начнет набирать, потому что, ну, резюмируя все вышесказанное, Пари Сен-Жермен начал отвратительно. Очень плохо играли, очень медленно, никакого прессинга. Знаете, для меня было показательные моменты, что и Шевалье мяч вперед выбивал, и когда соперник разводил от своих ворот, не было вот этих вот, знаете, как на 100-метровку, когда и Дембеле становится, и вообще все игроки линии атаки, и просто прессуют оборону. Но здесь Тоттенхэм к этому был готов, они мяч выносили вперед. И, кстати, еще любопытно, что когда с центрополя ПСЖ разыгрывал мяч, и во втором тайме они вперед не выбивали. Мне показалось, потому что просто не готовы были прессинговать с той интенсивностью, с которой они это обычно делают. Ну, в общем, это все предсказуемо, что вы хотите от команды, которая, во-первых, клубный чемпионат мира полностью провела. Повторюсь, Тоттенхэма там не было. Ну и из отпуска вышло всего 3 недели назад. Наверное, не так плохо. Знаете, главное, конечно, это результат, который останется в памяти, а это победа, это очередной трофей, это очередная медаль для Хвичи и для всей команды. Ну, в общем,
наверное, позитивно. Хотя, конечно, есть над чем задуматься, как впишется Шевалье, я не знаю, Забарный, вот вместо кого он будет, ну что, Пачу вытеснить, что ли? Пачу не нравится, как играет Энрике. Шевалье, знаете, выглядит как будто бы поменьше, хотя, ну, 7-8 сантиметров разница роста Доннаруммы, ну, у меня ощущение, что вообще их там 15 сантиметров, потому что, видимо, Доннарумма еще такой долговязый сам по себе и достаточно широкий парень. Ну, а что касается линии полузащиты, вот отсутствие Фабиана Руиса и Нуну Мендеша, ну, было очень сильно заметно. Менее конструктивна была полузащита ПСЖ. Зачем Энрике поставил Квару направо? Зачем Дуэ был в полузащите? Я не понимаю. Может быть, на пресс-конференцию он об этом расскажет. Но, как говорится, победители не судят. И, наверное, Энрике теперь скажет, что он был прав. Ну, а Тоттенхэм остается в том статусе, в котором к этому матчу подходил. Если вы помните фильм «Залечь на дно в Брюгге», то понимаете, о чем я. Я уже эту цитату здесь переводить не буду. Ну, давайте порадуемся еще раз за Хвичу. И, знаете, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще будет много всего интересного. Я надеюсь, что вам было интересно послушать мое мнение об этом матче. Пишите, как вам. Не уснули ли вы по ходу матча? Или, может быть, выпили достаточно кофе, чтобы не уснуть? Потому что по ходу первого тайма я думал, чтобы пойти спать, но стрим меня не отпускал. Пишите ваше мнение. Ну, а мы ждем старта Евросезона. У меня будет еще отдельный выпуск про Георгия Мамардашвили и его перспективы в Ливерпуле. Ну и вообще про то, что ждать от грузинских футболистов в этом году. Друзья, не пропускайте, будет интересного. Хвичу с победой, нахвамдис. რა ვიცი ძალიან ვამაყობთ მთელი საქართველოს მაგითი და რა იმედია დღეს გაიტანს გოლს და მაგრა უღნიშნოთ. ყველა ქართველ ბავშვს შეაყვარა ფეხბურთის თამაში და ძალიან პოპულარული იყო ფეხბურთი და ხვიჩას შემდეგ კიდევ უფრო პოპულარული გახდა საქართველოში ფეხბურთი. ვამაყობ რა ყვარას მიღწევის და იმედი მაქვს დღეს ბევრ გოლს გაიტანს. საქართველოს